Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы с вами находимся в самом сердце Болгарии, в удивительном городе Стара Загора. Стара Загора является шестым по величине городом в Болгарии. Хорошо ли жить в Старой Загоре? В этом видео я постараюсь показать как можно больше об этом городе, его плюсы и минусы. И вы узнаете, подходит ли Старая Загора для жизни, подходит ли этот город для вас. Стара Загора уже доказывала свою привлекательность для жизни, завоевав титул лучшего города для жизни в Болгарии в 2016 году. Этот город также признан самым перспективным и динамичным бизнес-центром страны. Население города 135 309 человек. 85% жителей – болгары, а оставшиеся 15% – представители других национальностей, что подчеркивает культурное разнообразие региона. Экономическая стабильность города заметна. Стара Загора находится на втором месте в Болгарии по объему ВВП на душу населения, что говорит о высоком уровне жизни и развития города. В Стара Загора уживается новый город и его история. Местоположение. Стара Загора расположена в самом сердце Болгарии, на живописном Старозагорском поле, которое является частью восточно-верхней фракийской низменности. Благодаря удачному местоположению город находится всего в 234 километрах от столицы Софии, что делает его легко доступным по автомагистрали Тракия. До морского Бургаса всего 172 километра, что открывает удобный путь к Черному морю и популярным курортам. Климат. Климат Старой Загорья переходно-континентальный с влиянием Средиземного моря. Зимы здесь мягче и теплее по сравнению с другими городами Фракийской равнины, благодаря защитной роли Средней горы, которая блокирует холодные северные ветры. В этом регионе растут редкие для Болгарии экзотические деревья, такие как магнолия, кедр, гранат, миндаль, кипарис, что добавляет уникальности местной флоре. Самый теплый месяц – июль, со средней температурой 24 градуса, а самый холодный – январь, когда температура опускается до 1 градуса. Транспорт. Добраться до Старой Загоры можно несколькими удобными способами. Чем может похвастаться Стара Загора, это новым железнодорожным вокзалом. Вокзал произвел на нас приятное впечатление. Автоматические двери встречают на входе и выходе. На перроны можно попасть с помощью эскалаторов, а также важно отметить наличие бесплатного и нового туалета, что редко встречается на вокзалах. Кроме того, в городе есть автовокзал, который обслуживает автобусы не только из болгарских городов, но и из соседних стран, что делает Старую Загору легко доступной для международных путешественников. Что касается передвижения по городу, здесь курсируют новые автобусы и троллейбусы. Система общественного транспорта продумана и доступна. Цена разового билета составляет всего 75 центов, что делает поездки бюджетными. А для тех, кто часто использует общественный транспорт, есть несколько вариантов проездных. 45 евро за неперсонализированный билет и 30 евро за персонализированный. Пенсионеры и учащиеся могут воспользоваться льготным тарифом всего 15 евро в месяц. Для водителей в центре города действует зеленая зона для парковки. Стоимость 1 евро за час. И оплатить можно через СМС или купив квитанцию. Ее нужно разместить за лобовым стеклом автомобиля так, чтобы она была хорошо видна. Интересно, что штрафы за неправильную парковку здесь начинаются от 15 евро. Однако, прогуливаясь по центру, мы обнаружили бесплатную общественную парковку, что стало приятным сюрпризом. Она была почти заполнена, но нам удалось найти свободное место. Что касается инфраструктуры дорог, они здесь широкие и просторные, что делает меньше пробок и дает водителям больше свободы для передвижения по городу. Экономика, зарплаты и уровень жизни. Когда речь заходит о возможностях трудоустройства в Старой Загоре, важно обратиться к реальным данным. Один из ведущих болгарских сайтов для поиска работы – Jobs.bg. Прямо сейчас на сайте можно найти почти 1000 предложений о работе в Старой Загоре. Это впечатляющий показатель для города такого размера.
особенно если учесть, что здесь представлены не только вакансии в сфере обслуживания и торговли, но и высококвалифицированные предложения на промышленных предприятиях. Стара Загора известна своими промышленными зонами, и это напрямую влияет на уровень занятости. Местная экономика стабильно развивается, что подтверждается и уровнем зарплат. По последним данным, средняя месячная зарплата здесь составляет 1998 лев до вычета налогов. Для сравнения, в столице Софии этот показатель составляет 3129 лев, а в морской Варне – 2147 лев. Конечно, эти цифры показывают, что София лидирует по уровню доходов, но Стара Загора предлагает более доступную стоимость жизни, что делает ее привлекательной для тех, кто ищет баланс между зарплатой и расходами. Также важно отметить низкий уровень безработицы в регионе, который составляет всего 3%. Для сравнения, в Софии этот показатель чуть ниже – 1,5%, а в Варне – 2,1%. Таким образом, Стара Загора демонстрирует стабильный рынок труда и высокую занятость, что делает этот город перспективным не только для жизни, но и для карьеры. Жилье. Теперь давайте поговорим о жилье в Старой Загоре. Важной теме для тех, кто рассматривает этот город для жизни. Если вас интересует аренда квартир, вы будете приятно удивлены доступностью жилья в этом регионе. Для начала средняя цена аренды однокомнатной квартиры в центральных районах Старой Загоры составляет около 177 евро в месяц. Для сравнения, в Софии аналогичная квартира будет стоить около 280 евро, а в Варне – 332 евро. Примечательно, что аренда в центре Варны уже обогнала столичные цены. Если же рассматривать аренду по всему городу, то цена на однокомнатную квартиру в Старой Загоре начинается от 150 евро. Что касается более просторных вариантов, двухкомнатную квартиру в центре можно арендовать за 242 евро. В Софии и Варне цены значительно выше – 427 и 485 евро соответственно. Однако и здесь, в Старой Загоре, можно найти предложения по всему городу, начиная от 150 евро. Если вам нужна большая квартира, то аренда трехкомнатной квартиры в центре Старой Загоры обойдется в среднем в 291 евро, что на фоне цен в Софии 674 евро и в Варне 712 евро выглядит очень привлекательно. За пределами центра цены начинаются от 200 евро. Все эти цифры касаются долгосрочной аренды, которая в Болгарии обычно оформляется на срок от года и более. Стоит помнить, что при досрочном расторжении договора, особенно до истечения первых 6 месяцев, арендодатель может удержать депозит. Поэтому, если вы решите съехать, важно заранее за 1 месяц уведомить владельца жилья. Если же вы планируете покупку недвижимости, то цены на квартиры в Старой Загоре стартуют от 22 500 евро. Это делает город одним из самых доступных по ценам на недвижимость в Болгарии, что особенно важно для тех, кто ищет бюджетные варианты для переезда. Экологическая обстановка. Теперь давайте поговорим об экологической обстановке и качестве воздуха в Старой Загоре. На интерактивной карте видно, что средний показатель качества воздуха здесь умеренный, с индексом 68. Для сравнения, в Софии, где установлено несколько станций мониторинга, наихудшее значение составляет 75, немного выше. В то время как в Варне, где воздух значительно чище, все станции показывают хорошие результаты, а наихудший показатель всего 43. Для ориентировки, чтобы понимать качество воздуха в самых загрязненных городах мира. Преступность и безопасность. Количество преступлений на 1000 человек в Старой Загоре 12,9. Для сравнения, в Софии 11,9, в Варне 14,9. Медицина. Здравоохранение – один из важнейших факторов при выборе места для жизни, и Стара Загора здесь не исключение. Давайте посмотрим на медицинскую ситуацию в городе. По последним данным, в Старой Загоре на одного врача приходится 152 человека. Для сравнения, в столице Софии этот показатель немного выше – 176 человек на врача, а в Варне 146. Эти цифры показывают, что доступ к медицинской помощи в Старой Загоре вполне соответствует общенациональным стандартам. Также стоит отметить, что уровень медицинского обслуживания в частных клиниках города достаточно высок. Инфраструктура города. Одним из важных аспектов комфортной жизни в любом городе является его инфраструктура. В Старой Загоре этот вопрос организован на высоком уровне. А город Стара Загора можно назвать городом парков. Здесь их бесчисленное множество. Сейчас мы находимся в парке Артиллерийский.
Муниципальные расходы на одного жителя составляют 1062 лева, что даже больше, чем в таких крупных городах, как София 1020 лева и Варна 1021. Это означает, что муниципалитет уделяет значительное внимание развитию городской среды и поддержанию порядка. Эти средства идут на благоустройство, общественные услуги и поддержание чистоты города. В Старозагорье предусмотрены спортивные и культурные объекты, такие как стадионы, спортивные залы и библиотеки, что создает хорошие условия для активного образа жизни и досуга, который обеспечит высокий уровень комфорта для жителей. Городские парки и скверы – идеальные места для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Образование. Образование – это основа развития любого города, и Старозагорье не исключение. Город может похвастаться развитой образовательной системой, которая охватывает все уровни обучения, от дошкольного образования до высших учебных заведений. В Старозагорье работает более 40 школ. Здесь есть как государственные, так и частные учебные заведения, предлагающие современные программы обучения и высококвалифицированный педагогический состав. Для самых маленьких жителей города предусмотрено более 20 детских садов. Но на этом образовательная инфраструктура не заканчивается. В городе также находится Тракийский университет, одно из крупнейших высших учебных заведений региона. Помимо университета в Старозагорье работает несколько колледжей. Культура и достопримечательности. Старозагорье отличается своим уникальным подходом к городскому благоустройству. В отличие от многих других городов, здесь зелень разбросана по всему городу в виде множества небольших парков, что делает отдых на природе доступным для всех жителей, независимо от района проживания. В городе насчитывается более 10 парков, и самым новым из них является Артиллерийский парк – современное место для отдыха и прогулок. Одним из самых популярных мест среди горожан является парк Бедечка с живописным искусственным озером Загорка. Это спокойное и уютное место идеально подходит для семейных прогулок вдали от городской суеты. Здесь можно найти аккуратные дорожки, развлечения для детей, а также отель и ресторан. Парк назван в честь протекающей через него речки Бедечка, а озеро благодаря соседнему пивоварному заводу Загорка. Для любителей истории и культуры город также имеет множество предложений. В самом центре находится один из 100 национальных туристических объектов Болгарии – средневековый город Августа Траяна Верея. Кроме этого, в Старозагорье есть разнообразные музеи и галереи, которые знакомят с богатым культурным наследием региона. Старозагорье известно и своими термальными курортами. Например, в 15 километрах от города у подножия горы Сарнена находится курорт Ягода, славящийся своими целебными термальными водами. А менее чем в 20 километрах от города расположен курортный поселок Старозагорские минеральные бани, где можно расслабиться в бассейнах с минеральной водой или отдохнуть в одном из комфортабельных отелей и вилл, окруженных холмами Сырнени. Для шопинга в городе работают 2 торговых центра с кинотеатрами, а также крупные сети супермаркетов, такие как Метро, Билла, Кауфланд, Лидл и Практикер. А для тех, кто предпочитает свежие продукты, в центре города находится оживленный продуктовый рынок, где можно найти что-то вкусное и свежее. Плюсы Старозагорья. Зеленые зоны по всему городу. В Старозагорье множество парков, что делает город комфортным для жизни и отдыха. Парки расположены в разных районах, обеспечивая доступ для всех жителей. Развитая транспорта инфраструктура. Новый железнодорожный вокзал, автовокзал, а также удобный общественный транспорт. Новые автобусы и троллейбусы делают перемещения по городу и за его пределами удобными. Невысокая стоимость аренды жилья. Аренда квартир в Старозагорье более доступна, чем в других крупных городах Болгарии, что привлекательно для долгосрочного проживания. Наличие культурных и исторических объектов. В центре города расположены важные культурные и исторические достопримечательности, такие как Августа Траяна Верея, музеи и галереи, что делает город интересным для туристов и жителей. Инвестиции в городскую инфраструктуру. Муниципальные расходы на одного жителя в Старозагорье превышают аналогичные расходы в Софии и Варне, что говорит о высоком уровне поддержки и развития городской инфраструктуры. Доступные медицинские услуги. В городе на одного врача приходится 152 человека, что делает медицинскую помощь в Старозагорье более доступной, чем в некоторых других крупных городах Болгарии. Термальные курорты рядом. В окрестностях города расположены популярные термальные курорты, такие как Ягода и Старозагорские минеральные бани, что дает возможность отдыха и оздоровления. Невысокий уровень безработицы. Уровень безработицы в Старозагорье составляет всего 3%, что свидетельствует о стабильной экономической ситуации и наличии рабочих мест. Невысокие цены на услуги и проезд.
Проезд в общественном транспорте и парковка остаются доступными по цене, что облегчает передвижение по городу. Современные торговые центры и шопинг. В городе есть крупные торговые центры с кинотеатрами, а также популярные сетевые магазины, что делает шопинг удобным и разнообразным. 5 минусов Старой Загоры. Советская архитектура. Внешний облик города во многом определяется застройкой советского периода, что придает ему менее привлекательный вид и может не удовлетворять любителей современного градостроительства. Отсутствие ярких достопримечательностей. Несмотря на наличие парков и музеев, Старая Загора не предлагает значительного количества уникальных исторических или культурных объектов, что может снизить интерес туристов. Индустриальные зоны. Наличие больших промышленных районов, которые могут создавать не самые приятные условия для жизни, а также ухудшать экологическую обстановку. Неравномерное развитие инфраструктуры. В некоторых районах города могут быть недостатки в инфраструктуре, такие как ограниченный доступ к общественному транспорту или недостаточное количество услуг, ограниченные возможности досуга. Несмотря на наличие торговых центров, выбор развлечений и культурных мероприятий может быть ограничен по сравнению с более крупными городами, такими как Варна или София. Выводы. Старая Загора – это город, который удивляет своим обилием зелени и уютных парков, разбросанных по всему городу. Эти прекрасно обустроенные пространства создают атмосферу спокойствия и комфорта, идеально подходящую для тех, кто ценит природу и хочет отдохнуть от городской суеты. Если вы ищете работу в производственной сфере и мечтаете о тихом, размеренном ритме жизни, вдали от шумных мегаполисов, Старая Загора может стать вашим идеальным выбором. Здесь вы найдете все необходимое для комфортной жизни, доступные цены на жилье, развитую инфраструктуру и богатую культурную жизнь. Таким образом, этот город – отличный вариант для тех, кто хочет совместить карьерные амбиции с приятной атмосферой, где каждый день приносит умиротворение и возможность насладиться природой. Старая Загора ждет вас с распростертыми объятиями. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Я ожидаю, что вы оцените мое видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!